Друзья, всем привет! Сегодня мы отправимся к одному из художников, который живет в Сузhou. Мы посмотрим, как творческие люди живут в Китае, какие у них здесь есть возможности. Ну и вообще поспрашиваем общие вопросы по Китаю, как людям нравится ли здесь жить. Спросим некоторые вопросы общие. Мне кажется, эта тема очень интересна. Если вы впервые на нашем канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а мы поехали! Мы с вами на месте, ждем Виталия. Он должен подойти. Вот уже написал ему, он спускается. Тут такая милая лошадка попалась. Привет. Прикольная у вас лошадка. Да. Сейчас я маску одену, а то еще не пустят. Я наоборот с ним, чтобы поговорить. Хорошо. Виталик, привет. Расскажи, пожалуйста, нам, как ты попал в Китай? Ну, если с самого начала, то это был пасмурный, темный, мрачный осенний день в Петербурге, который я так люблю. И я сидел, искал работу, так как мой богемный образ жизни привел к тому, что мне было нечем платить за аренду. И, собственно, вся работа, которая там была, это, вот, знаешь, 20-тысячная работа, очень скучная. Я пытался хотя бы среди нее что-то найти. И так как мой идеал работы, вот идеал работы, к которому я стремлюсь, это сидеть на стуле, читать книжку, и тебе за это платят деньги, я пытался найти работу хотя бы более-менее соответствующую. В общем, я листал. И в итоге попалась вакансия в Китае, учитель английского. Платили там, конечно, в 4 раза больше. Не нужно было знание китайского, английский нужен был, ну, такой, типа, соу-соу. Предоставляли квартиру. Вот, я когда это первый раз увидел среди вот этого всего фона, я подумал, что, ну, это, типа, ну, какой-то развод. Я в это не поверил. Вот, ну и пролистал дальше. Вообще очень похожая история на нашу. Мы тоже, когда я искал работу в Китае, примерно то же самое было. Ну, тогда рынок сильно упал, и доллар, это как раз когда доллар подлетел, все компании позакрывались. Я искал любую работу, ну, наткнулся тоже на учителя английского. И, если честно, офигел, какие зарплаты люди получают, ну, тоже начал искать в этой области. Да, и вот оно мне как-то в подсознании отложилось, и через день я такой думаю, так, ну-ка, стоп, еще раз. Что это такое? Вот, открыл, значит, я эту вакансию, потом посмотрел на ютубе, решил погуглить, посмотрел на ютубе. Люди снимали видео, что это реально все происходит, что это не фейк, это действительно, я такой понимаю, так, ну а что я тут сижу тогда? Я хочу что-то новенького. Ну и все, я написал, и, в общем, через примерно пару месяцев я оказался в Китае. Вот, первый город это был Чжэнчжоу. Я думаю, никто про него не знает. Но, думаю, кто-то знает про Шаолинь. Шаолинь, да, это боевое искусство. И Чжэнчжоу находится в паре километров от Шаолиня, так что, может, какие-то там вот где-то находится рядом. Чжэнчжоу, когда я только приехал в Чжэнчжоу, первое мое впечатление было, то есть я выхожу в аэропорту, у меня, значит, какой-то на листочке какие-то иероглифы, какие-то домики нарисованы там с чем-то непонятным. Вот, я это показываю таксисту, говорю, отвезите, пожалуйста, меня сюда. Вот, он ничего давай там отвечал, дал какой-то листочек, посадил в такси. Я думаю, ну ладно, все, поехали. Вот, еду. Первое впечатление от Чжэнчжоу было, это была зима, февраль, и все было в тумане. То есть такой белый туман везде, то есть практически ничего было не видно. Вот, я еду, я такой думаю, вау, это смог или это туман? Непонятно было. Вот, и когда я уже встретился с боссом и поселился на квартиру, я на квартире вышел на балкон, и я так смотрел, это знаешь, как в GTA, когда вот не прогружается локация, вот такое ощущение было, и я такой смотрел, такой, ну, блин, прикольно, мне нравится Китай. На самом деле у нас похожая погода, часто бывает такое, что локация не прогружается, с утра, особенно когда выходишь в Сузhou, постоянно туман, вот это бывает тоже. Ну тогда был прям мощный туман, то есть вот мы сейчас можем видеть, вот, даже вот эти штаны, высотка, вот, но тогда нельзя. Я, кстати, по штанам определяю количество воздуха, да. Если их не видно, то это очень плохой воздух. У нас тоже окна выходят на штаны, я всегда утром стою, смотрю сразу, так, какой сегодня уровень тумана. Да. Самый кристальный воздух — это когда я могу различить текстуру на нем. Вот это значит воздух просто кристальный.
Что нравится, что не нравится, вот прям топ-5, топ-10. Знаешь, многие люди, которые не жили в Китае, наверное, у них есть такое мнение Китая, что это коммунистическая страна, где все запрещено, никакой свободы нет, там маршируют люди, все такое. На самом деле, я здесь себя чувствую гораздо свободнее, чем в России, просто по каким-то человеческим понятиям. То есть, конечно, я здесь не смогу, там, не знаю, какую-нибудь организовать художественную выставку с порно-фотографиями и картинами, да? Ну, собственно, в России могу ли я это сделать? Вот тоже вопрос. Вот, но зато чисто по-человечески я могу закурить сигарету в кафе, меня за это не оштрафуют, и я даже могу взять где-нибудь алкоголь, пивко, к примеру, прийти в кафе, заказать лапшу, пить свое пивко, есть лапшу, курить сигарету, и это нормально здесь. То есть это нормально. И вот чисто как-то по-человечески. Сама атмосфера легче здесь, чем в России, гораздо. Согласен. То есть, все какое-то беззаботное. А я так как очень люблю легкость, я поэтому здесь, да. То же самое, как в кафе, ты не можешь прийти в России, просто сесть где-то, ну там, допустим, с чем-то своим прийти, с кофе, там просто посидеть, подождать кого-то, тебя начнут что-то спрашивать. Если вы ничего не заказываете, пожалуйста, выйдите, что-то такое. В Китае вообще такого нигде не встречал. Да, тут такого нет. Знаешь, вот у меня есть друг, и у нас такая штука, это как напиться и заблудиться. И там, когда телефон отключился, деньги только на телефоне, и ты находишься непонятно где, и тебе надо как-то добраться до дома. В Китае ты доберешься. Ну да. 100 пудов. Ты можешь просто, грубо говоря, чуть ли не в квартиру постучаться, сказать, ё-моё, зарядка, они тебя зарядят. В Москве как-то оказался один раз в таком положении, очень далеко от центра, и мне было страшно у людей спрашивать зарядку. Я еще удивился, в Китае, если, допустим, ты заблудился, к любому человеку подходишь, вообще к любому незнакомому человеку, он тебя чуть ли там не за руку отводит, показывает, как куда добраться, как куда дойти, вообще без всяких проблем. Да, в этом плане тут легко. Что не нравится? Ну, наверное, единственное, что мне здесь не нравится, хотя тоже еще не до конца я могу сказать, что мне прям не нравится, это, наверное, эстетика, архитектура. То есть архитектура здесь, ну, все, наверное, видели фотографии Китая, современного Китая, не старого Китая. Докоммунистический Китай, он безумно красивый, и вот в Сучжоу мы, кстати, можем очень много найти. Вот, но современный Китай это вот такие вот высотки, однообразные, вот как копипаст, вот сейчас даже просто можете посмотреть. Просто вот копировать, ставить, потом другой домик, копировать, ставить. И вот это, конечно, знаешь, после Питера особенно, это некрасиво. С другой стороны, в последнее время я начал какую-то различать красоту, если не брать вот жилую застройку, а другую архитектуру, она здесь очень футуристична. То есть она какая-то, она идет именно в будущее. И вот в этом красота в нем есть. Ну видишь, ты сравниваешь с Питером, это несравнимые вещи. Это самый красивый город в России, ну, конечно, да. Мне, допустим, сравнивать с Владивостоком, я считаю, что Сучжоу очень красивый, и мне этот контраст нравится местами, где вот современные здания стоят, тут же стоят старый город, вот эти старые здания, мне кажется, этот контраст очень красиво выглядит. Но больше, конечно, я с тобой согласен, мне больше нравятся старые постройки, вот старая архитектура, да, она очень красивая. Да, Древний Китай очень красивый был, то есть у них вся культура, это была абсолютно на ином уровне. Очень красиво. Да, как ты вообще попал в Сучжоу, и вообще почему наши соотечественники сюда приезжают, и, кстати, уже, по-моему, третий по счету, кого вы встречаете здесь из художников, ну вот, почему вы сюда приезжаете, может, ради какого-то вдохновения или ради чего-то еще? Ну, об этой истории может рассказать вот эта картина. Очень удивительно, на самом деле, как она может рассказать. В прошлом люди говорили, что искусство имитирует жизнь. Но потом Оскар Вальд сказал, что на самом деле все наоборот. Это жизнь имитирует искусство. Я сейчас объясню как. Я это заметил на своем опыте. Я когда жил в Питере, у меня была серия работ, рисунки, примерно такого размера. Там был изображен город с высоты птичьего полета, там люди, здания и все такое. И один из моих рисунков назывался Criminal Blue, как бы криминальный синий. И там я изобразил Питер, ну как бы такой воображаемый Питер. И там было много всякой фигни происходило безумно. Там аварии, кто-то кого-то грабил, ну такие вот штуки. И потом через какое-то время меня ограбили на улице. Мне подошел человек кавказской национальности с ножом. Ночью у меня был фотоаппарат здесь, он мне говорит, отдавай фотоаппарат, или будет хуже. Я вообще не поверил в реальность происходящего, потому что это только в фильмах такое, по идее, можно встретить. Я вообще не поверил, ну серьезно, я такой думаю, офигеть, это что происходит с моей жизнью? Вот, в итоге он просто понял, что со мной общаться долго, просто отрезал фотоаппарат и убежал. Я на самом деле был даже рад этому. Я, конечно, не рад тому, что у меня сейчас нет фотоаппарата, но я был рад тому, что со мной произошло что-то интересное. Какая-то интересная, тебя ограбили. Это круто. То есть это абсолютно плохо в любом случае, но это что-то, это интересно, это необыденно. Вот.
А потом следующий у меня холст был, оно был больше, чем этот холст. Я написал на нем, так как я тогда ощущал, мне хотелось влюбиться, хотел, чтобы меня любили, я стал писать маленькими слова, весь холст запомнил, love me, вот так вот просто, весь холст был заполнен. И потом гуашь взял и написал love me огромную поверх всего этого. Я взял гуашь, потому что мне нравится, что гуашь, обычно на холстах пишут акрилом или маслом, вот, а гуашь, она для бумаги, и гуашь, ее очень легко смыть водой. И я поэтому взял гуашь, потому что мне нравилась эта хрупкость. То есть вот эта вот фраза написана, и хрупкость, то есть если пойдет дождь или как намокнет, оно все разрушится. Через буквально полмесяца меня влюбляется девушка. Интересно. Интересно, да. Как самоотеклизуется. Я после этого начал подумать, что-то тут не то. Как это все происходит? Почему то, что я рисую, оно воплощается в моей жизни? Следующее момент был, я когда жил в Чжэнчжоу, я опять решил рисовать город, и я тогда на Инстаграме решил порисовать Китай. Я нашел какие-нибудь красивые места в Китае, которые могу порисовать, и среди них был город, там были водные каналы, старые здания. Мне это очень понравилось, я его нарисовал с дождем, и угадай, какой это город был. Суджоу. Суджоу. Классно. И знаешь, я искал работу после Чжэнчжоу, я искал работу в Чэнду. Может быть, ты слышал про это? Да, много хороших отзывов. Да. Я очень хотел пожить в Чэнду, но почему-то нашлось в Суджоу. Ну, знаешь, многие, кстати, говорят, кто был в Чэнду, из русских говорят, что там, не сравнить с Суджоу, нет такого прям чего-то восхитительного в архитектуре, хотя среди китайцев Чэнду очень знаменит, и все считают, что это прям просто контраст культуры, всего вот этого. Суджоу, да, поражает многих фотографов, художников. Я еще не видел Чэнду, к сожалению. Надо нарисовать. Да. Надо нарисовать. На самом деле я бы туда съездил, там панды, все вот это, заповедник. Интересно. Вот эта картина, собственно, это мое желание, чтобы сделать выставку в Китае. Я нарисовал, картина называется Peoples and You. То есть мы здесь видим people, люди. Потом еще одни люди, которые нарисованы, то есть это уже peoples. И and you это зритель, который будет на них всех смотреть. Как бы, то есть вот такой На самом деле, когда я посмотрел, мне показалось, что это чем-то похоже на метро. На метро, кстати, Да. есть что такое, да, здесь Общее есть здесь что-то. поезд гоняет, да? Люди стоят, да, вот кто-то отвернулся там. Но только в метро они как-то слишком пристально рассматривают рекламу. Обычно людей игнорируют. Здесь люди, знаешь, чем отличие? То, что в телефон не смотрят. Телефон не смотрят там. Да, А тогда- на выставках они тоже. Они просто фотографируют. Они смотрят в телефон. Окей, Виталик, а Суджоу, первое твое впечатление, когда ты только сюда приехал? Мне очень интересно. Первое впечатление, это каналы. Водные каналы, так как я жил очень долгое время в Петербурге, я не могу жить без воды. Я не могу вообще. Вот Чжэнчжоу мне казался очень сухим городом. Вообще вода это важный элемент, потому что вода это мистика, это загадочность, это подсознание, это вот такие все элементы. И если ты, может, замечал, когда прольет дождь, цвета ярче становятся. Потому что, да, почему мы кладем лак на картину? Потому что лак это по сути как будто вода. Она делает все это ярче. В общем, вода, она оживляет жизнь, и мне это очень нужно было. И Суджоу, они просто повсюду. У меня вот из окна можно выйти, там небольшая речка течет внизу, и они здесь реально повсюду, эти каналы. Потом здесь очень много парков. Парков я имею в виду не просто парк, вот, который, знаешь, там вот, где пивка выпить, а древние парки, которые очень богатые люди в Китае, до коммунистическом Китае, очень богатые люди создавали парки, Суджоу знаменит парк, да, где можно гулять, где очень красиво, и посмотреть, как вообще люди тогда жили. Тогда они же были приватные, насколько я понимаю, то есть люди там читали книжки, наслаждались природой, там беседовали, все такое. Сейчас это открыто для туристов, они туристические стали. Потом музей здесь очень хороший. Музей в Чэнду построен одним известным архитектором, и он очень напоминает, вот это, знаешь, традиционные суджоуские здания. Это белое здание с черной крышей. И вот он такой же, только в минималистическом очень ключе сделан. Плюс близость к Шанхаю. Это очень важно. Это удобно, согласен. Это супер важно, потому что Шанхай это все-таки, это на уровне, там, не знаю, Москва, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, один уровень идет. И до него 30 минут на автобусе. 30 минут на метро, господи, что со мной? 30 минут на поезде скоростном. Приезжаешь просто, все, ты буквально, из дома попасть в Шанхай занимает час-полтора примерно, вот от меня.
Все, и ты в Шанхае, в самом центре, во всей этой движухе, где происходят выставки, где происходит... все происходит. Вот ты можешь этим всем насладиться и потом обратно уехать в Суджоу, потому что мне больше нравится жить в Суджоу. Да, да, Здесь согласен. спокойно. Здесь цены, они высокие, если сравнивать с другим Китаем, но они меньше, чем в Шанхае. Мгм. Вот. Я когда приехал после Шанхая, мне казалось, господи, как тут тихо. Да, да. Когда в Шанхае, знаешь, ты выходишь в метро, вот в центральной станции, и там 20 выходов из Метро метро. там вообще ужасно. 20 выходов из метро. И ты пытаешься понять, какой из этих 20 твой. И там вот это людей. То есть ты живешь в таком уютном городке, где все так спокойно, все так жизненно. И когда ты приезжаешь в Шанхай, ты просто офигеваешь с количества толпы, с количества всего этого трэша, метро, там это просто ад на земле. Я не знаю, я если честно не понимаю, я бы никогда не смог жить в Шанхае. Мгм. Ну, в таких больших городах мне не нравится, когда вот эти все столпотворения, когда просто там тысячи людей. Ну, это действительно давит на тебя. С другой стороны, там есть что посмотреть, там куча музеев, куча всяких Мгм. событий интересных. Мгм. Ну, вот Ну, ради движуха, этого да. стоит, конечно, Движуха. поехать, погулять, там куда-то Движуха. сходить. Но жить там нет. Ну, Вот Суджоу поэтому я намного говорю, комфортнее. Суджоу это идеальное место. Да. То есть оно рядом, но это И не ты так. заметил, что Суджоу многих людей затягивает. И вот сколько людей здесь знаю, тоже как я, во многих городах жили в Китае, и только Суджоу их остановил. Ну, они перестали передвигаться по городам Мгм. и остались здесь. Ты знаешь, возможно, вот какая-то природность его, Возможно. Какая-то атмосфера вот здесь атмосферность, такая есть. природность, Да. какое-то спокойствие, уютность, Да. вот все оно притягивает. Я просто до этого жил в Уси, и я, просто когда приехал в Суджоу, хотя Уси похож, в принципе, на Все Суджоу. меньше, насколько я Он знаю. меньше, да, но Мгм. чем-то он похож. Но когда я приехал сюда, я как-то сразу почувствовал очень большую разницу. Вот это спокойствие, как будто я вообще не в Китае, если честно, у меня было мнение. Как будто, я не знаю, что-то между Японией и Китаем, Мгм. вся вот эта античность, Мгм. красивые места, вот, Мгм. мне, если честно, впечатлило очень сильно. Вообще про Суджоу говорят, что это такое идеальное сочетание именно современности, развитости, и Да. природности и уюта какого-то. Мгм. То есть, ну, да. На самом деле, да, это так. Не только по картинкам, по видео, а на самом деле это так. Мгм. Суджоу это очень хороший город для жизни. Мгм. Окей, Виталик, расскажи, пожалуйста, как Китай тебя поменял? И поменял ли он тебя? Мне кажется, Китай меняет всех, кто Мгм. сюда приезжает. Абсолютно всех. Я даже общался с людьми, как это поменяло. Мне кажется, люди становятся лучше здесь. Потому что в России много проблем. В России достаточно сложно жить. Угу. В России достаточно сложно. Климат, да все практически. Когда приезжаешь в Китай, у меня такое ощущение, что люди они как-то распускаются, как цветы здесь. То есть Мгм. они открывают какие-то свои очень такие позитивные, хорошие стороны. Они становятся более пофигистичными, Мгм. более по-дзенски, такие по-буддистски, да, раскрепощенные. Потому что в Китае все не настолько жестко, наверное, да, и вот поэтому Да, люди не живут проблемами своими, они живут, просто живут. Вот. Они Просто себя живут, чувствуют да. более спокойно здесь. Да. Правильно же? да, есть такое, да. То есть я думаю, да, вот Китай, наверное, в этом плане понял, что я даже когда уже в Россию приезжаю, я себя уже ощущаю, как будто в Китае, не то, что родился, но это огромная часть в моем сердце, которую я уже по-другому на все смотрю. Мгм. То есть у меня, да, есть такое ощущение, что такой произошел сдвиг. Есть ли такое, что после Китая тебе уже сложно жить в России? Ну вот не то чтобы сложно, а вот ты приезжаешь в Россию, проходит какое-то время, и ты уже хочешь назад в Китай. Чем-то он тебя тянет обратно. Он тянет меня легкостью. Мгм. Вот я просто когда, да, я в России нахожусь, если нахожусь в Питере, мне все хорошо, в принципе. Если за Питер выезжаю, нет. Вот, просто когда я вспоминаю Китай, для меня он всегда вот вспоминается именно какой-то, знаешь, такой невесомостью. То есть здесь просто вот, ты понимаешь, да. Ассоциация с чем-то таким легким, чем-то таким Беззаботным. спокойным, безопасным, Да, беззаботным. да, именно. Расскажи о своей девушке. Девушка у тебя китаянка-то или русская? Китаянка, да. Мы познакомились в Джинчжоу. Мгм. Я пришел на выставку художников, и там была она. Вот мы Мгм. встретились, начали общаться, и потом она мне сама организовала выставку. Вот, и Мгм. в этот процесс, когда она мне организовывала выставку, мы влюбились друг в друга. Вот, и живем до сих пор. Мгм. Вот, официально наши отношения начались в первые секунды Нового года. Мгм. Я, скажем так, поцеловал в это время. Вот, и все, у нас уже все понятно стало. Вот, и потом сразу поехали в Лаос, и все это было путешествие. Родители ее не против? Нет, родители абсолютно не против. То есть до этого у меня Мгм. другая китаянка была, и это вторая, на самом деле, девушка. Мгм. Но с той не сложилось, потому что она даже боялась своим родителям рассказать Ну обо вот, мне. я знаю просто эту ситуацию, у меня просто брат тоже встречается с китаянкой, и многие китайцы, точнее китаянки, многие боятся вообще родителям рассказать о том, что встречаются с иностранцами, потому что у них очень много предрассудков. Мгм. Тут смотри, как Отношения. происходит. Если китайский парень
встретил иностранную девушку, То то это родители нормально. дают респекта Да, просто да. очень много. Если китайская девушка встретила иностранного парня, то тут уже очень такой сложный Согласись, вопрос. что это очень странно. Ну, большей части. В плане семьи мне вообще очень странно, на самом деле, что в Китае происходит. Это отдельный топик, он не влезет в это видео. Ну да, да. Вот, не знаю, не совсем все понимаю здесь. Но вот с моей новой девушкой мы были у нее дома, мы как, ну, не скажу, общались с мамой, потому что мама не по-английски не общается, Мгм. но у нас все было как-то нормально, то есть спокойно, без всяких, Мгм. без всякого этого. Мгм. Вот, ну и все, до сих пор мы, в принципе, живем сейчас с ней, она вот сейчас на работе, она дизайнером работает. Мгм. Окей, Виталий, как давно ты занимаешься живописью вообще? Как давно ты в этой сфере? С рождения. Серьезно? С самого рождения. То есть, ну, как все дети, я начал рисовать, это все как бы делают. Но просто дело в том, что ты продолжаешь потом рисовать или Мгм. нет. У меня мама художник, и я продолжил рисовать, так как я был окружен все время живописью, Мгм. она мне рассказывала про художников, и поэтому я в этом находился. Но я до конца школы я не знал, кем стать. И Мгм. я помню, однажды папа спросил: пап, скажи, а кем мне стать, чтобы получать много денег? Мгм. Он мне такой говорит: «Ну, ты, говорит, дурацкий вопрос задаешь. Ты, говорит, спроси меня лучше, кем мне стать, чтобы мне нравилось это делать». Мгм. После этого я так думаю: что мне нравится делать вообще? Я этим размышлял, и как-то ко мне подошел одноклассник, увидел, что я рисую постоянно в Мгм. тетрадках, вместо того, чтобы записывать, что учитель говорит. Он говорит: а почему тебе художником не стать? Я такой: а почему мне художником не стать? Я такой: ну, а правда. Вот, и все, я и поступил потом в Екатеринбурге в художественное училище Мгм. и учился там. Сначала я начинал рисовать граффити, то есть у меня как-то от граффити все перешло на холсты, потому что граффити это опасная тема. Мгм. То есть ты постоянно, это, конечно, круто, вот, но в какой-то определенный момент хочется, наверное, как-то спокойно дома посидеть, пописать Мгм. картины. Вот, ну и с того момента я потом закончил училище, переехал в Питер, вот, и занимался живописью. У меня было пара выставок в Екатеринбурге, в Москве, в Питере, Мгм. и вот, собственно, здесь. И ты сейчас меня как раз застал за момент, когда Мгм. я, собственно, написал все эти картины, и сейчас я уже третий день пытаюсь найти Мгм. галерею в Шанхае. Очень хочу сделать выставку в Шанхае. А говоришь ли ты по-китайски, но вообще ты учил китайский язык до приезда в Китай? До Или- приезда в Китай, ну, короче, в общем, я очень плохо говорю по-китайски. Очень плохо говорю. И на самом деле он мне здесь особо и не нужен. Мгм. То есть я могу сказать просто джига, душа сьен, в переводе это значит вот это сколько стоит. Вот этого мне в принципе хватает. Но с другой стороны, я вижу людей, которые общаются по-китайски, Мгм. и для них гораздо больше пути Да, открыто. согласен. Здесь намного проще. И китайцы к тебе намного лучше относятся. Не то, что лучше. Они лучше идут на контакт. И если ты говоришь по-китайски, ты сразу чуть ли не свой в их глазах. Но это Мгм. действительно помогает. Это жить в помогает, Китае. В 100%. любой ситуации, да. Да, но для меня он очень сложный язык в плане тонов. Мгм. То есть тут вот это вот, ну, к примеру, возьмем ма, Мгм. две буквы, казалось бы, так Ну да. просто, да? Но это зависит, как ты это произнесешь. Ты возьмешь ма, ты возьмешь ма, и это все будет разные слова. И это даже будет больше, чем вот этих тонов, потому что каждый тон еще может быть несколько Ну слов, да. значит. И это меня просто вот так вот. Знаешь, я понял, то, что после 1,5 года я немножко учу все равно Китай, я не могу до сих пор заказать пиво. Мгм. Я ему говорю: «Цинг гейво пидзио», и он меня не понимает. И я начинаю все эти тона перебирать. Пидзио, 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 и он меня не понимает. Я думаю: да нафига я вообще китайский учу, если я не могу пиво А взять? самое главное, что в некоторых словах ты перебирая тона, еще можешь сматериться или сказать что-то не то. Допустим, мама, лошадь, ма, все. Конопля тоже ма. Я своей девушке говорю: мне очень нравится твоя шляпа. По-китайски. Ну и так спокойно реагируют. Нет, она мне говорит: ты мне сейчас только что сказал, мне нравится твое волосатое тело. Мгм. Да, я говорю. Но когда- такая- если бы китаец такое сказал, я просто не представляю глаза китайцев, но когда иностранец путает тона, они всегда спокойно реагируют. Я это тоже замечал. Ну для меня, ты знаешь, вот как для меня это все время, она говорит: ты вот не тот тон спел. Ну, например, ты говоришь Apple. Она говорит: нет, ты должен сказать Apple. Я говорю: так я сказал Apple. Нет, ты должен сказать Apple. И то есть для тебя это все время звучит одно слово, Мгм. а для них это разные слова, то есть это вот от тонов зависит. Пользуешься ли ты приложениями всякими там по заказу еды, там по вызову У такси? меня девушка все это делает. Это мне А. очень облегчило жизнь. Тебе это действительно облегчает? Это мне, да, Taobao, заказы еды, общаться с людьми, да, это мне и большой респект за это, то, что она мне так помогает. То есть, наверное, поэтому я не учу китайский. Потому что да, в Потому Китае что- это очень сильно облегчает Да, жизнь. да. И Да. у меня много знакомых здесь, которые тоже не знают китайский, но каким-то образом они научились пользоваться всеми этими приложениями. Да можно, в принципе, это не Да. сложно, это можно. Но это просто понимаю, что это чуть сложнее, чем. Мгм. Ну, это можно.
Окей, Виталик, что тебя вообще вдохновляет на искусство, ну, на картине? Давай расскажу вообще с самого начала, как мой стиль родился. Смотри, если ты возьмешь руку и проведешь ее вот так вот сейчас резко, Мгм. я не знаю, зависит от выдержки на твоей камере, будет ли это фиксировано, но в реальной жизни это любой сможет видеть. Мгм. Когда ты проводишь руку, ты все время видишь руку и некий шлейф за ней. Ну Вот да, попробуй, есть вот, такое. вот. Я, Видишь? я это, кстати, замечал. Шлейф, вот, Да. шлейф за ней. Мгм. И все, в принципе, это любой человек может заметить, но иногда у меня чувствительность к этому очень сильно обостряется. Мгм. И я могу провести руку, и за ней будет метровый шлейф, Мгм. очень четкий и разноцветный. Мгм. И первый раз, когда я решил это нарисовать, это я помню, я сидел дома, я налил чай, сел за стол, передо мной лежал лист. Здесь был, значит, слева было ведро с водой, и здесь палитра. Я взял кисточку, намочил немножко ее в воде, Мгм. повел ее, чтобы взять краску. И в момент, когда я ввел руку, она разложилась вот на этот красивый шлейф разноцветный. И это было прямо напротив листа. Я такой... «Вау». И после этого я решил нарисовать все это. Мгм. И, собственно, вот у меня после этого все и началось. После Мгм. этого все и началось. И я веду всю жизнь, веду проект, называется History. Мгм. Я рисую, в общем, там я, идущий слева направо, Мгм. И самая правая фигура – это я в этом моменте, Мгм. то есть вот сейчас. Мгм. А вот этот шлейф, который за нами, это наша история. Мгм. И вот представь, ты бы мог видеть свой шлейф. То есть, Интересно. к примеру, ты сейчас вот ты бы мог сейчас видеть, как ты зашел ко мне в квартиру, как мы здесь там походили, вышли, покурили на балкон, да, и ты вот сейчас мог бы себя вот это все видеть. Я думал, ты хочешь сказать идею, что как ты менялся во время шлейфа, допустим. Вот, как во время жизни это ты часть, менял. да, то есть в процессе этому мы изменяемся. Мгм. И вот мы сейчас могли бы видеть, как мы там покурили сигареты, и все заканчивается вот этим моментом Мгм. сейчас. Мгм. Вот, и то есть всегда есть некий вот этот сейчас и вот эта вот история, Мгм. которая за нами идет. Мгм. И я хочу вести этот проект всю свою жизнь, Мгм. и потом выставить один большой проект, вот Мгм. этих картин, которые написаны все вот так, вот слева направо, один моя фигура. Мгм. И как я менялся на протяжении всей своей жизни, потому что оно все равно фиксирует, Мгм. как я меняюсь. Очень интересно. Да. Ну, ссылку мы скинем в описании, 100% ссылки на твой инстаграм, на проект будут Мгм. в описании. Люди спокойно могут зайти, посмотреть, кому это интересно. Да. Действительно. Ну и так, и, собственно, и появилась в моей Мгм. живописи вот это вот шлейфы, которые идут. Давай немножко расскажу о картинах, наверное. Конечно. Да, о картинах. В музыке есть такой эффект. Я думаю, те, кто играл на пианино, знают его. Если ты зажмешь правую клавишу, правую, как называется? Клавишу. На пианино, ты хочешь сказать? Педаль. А, Вообще, педаль. если ты зажмешь правую педаль на пианино, то звук начинает удлиняться. То есть Мгм. без этой педали это будет так. Пим! Мгм. С педалью это будет пим. Мгм. Вот, это очень близко к тому, о чем я только что рассказал, об этих шлейфах. То есть Мгм. это называется эффект реверберации. Мгм. То же самое можно и в электронной музыке делать. И я решил этот эффект реверберации перевести на картины. То есть здесь мы Мгм. сейчас увидим вот эти ноты, это пим, пум, пам, пум, пим, и они вот происходит вот это вот удлинение ее. То есть она как Мгм. бы летит во времени слева направо. Вот и происходит ее удлинение. Интересно. Вот это так и называется картина reverberation. Вот это мне нравится картина. Интересно. Я приехал в Шанхай, это был мой первый раз в Шанхае, и картина называется Winter Birds в Шанхай. Мгм. Зимние птицы в Шанхае. Собственно, я просто ходил, фотографировал людей на улице, на видео. Я делал видео, как люди ходят, и потом я выбирал людей из этого видео уже дома и рисовал их. Мгм. Вот, это был Новый год Мгм. этого года, 1 января. После чего начался китайский Новый год, и Мгм. мы поехали в Камбоджу. Мы приехали в Камбоджу и уплыли на остров в море, где не было абсолютно никакой цивилизации, не было вот этих, знаешь, Мгм. тук-тук. Если ты был в Южной Азии, ты, наверное, знаешь, что такое? Нет. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Типа птицы, когда стучат по дереву? Нет, тук-тук это рикши, такси местное. То есть это такое, сидит водитель спереди и сзади, там 2, 3, 4 места. Мгм. Вот, и это популярный транспорт в Южной Азии. Почему у тебя здесь много глаз? Вот я сейчас расскажу. Я, значит, приехал на остров, и мы можем здесь видеть остров. Картина называется «Трип». Я здесь играю с двумя смыслами слова «трип». То есть «трип» это может быть как путешествие в какое-то место, Мгм. в другую страну или в другое место в своем городе. Также это может быть галлюциногенный трип. Вот. И, собственно, здесь вот это как раз и происходит, это вот соединение, что я нахожусь на острове, Мгм.
Вот, я не буду говорить, что я там рассказывал, что я там делал на этом острове. Но, собственно, здесь вот происходит этот трип. И поэтому у меня здесь происходит этот эффект, о котором я рассказал, этих шлейфов, то есть когда глаза, вот это все. Да, вот так вот. Собственно. Мне нравится эта картина. Мне кажется, можно бы даже было какую-то, не знаю, футболку сделать вот с таким рисунком, было бы красиво, мне кажется, смотреться. Вот здесь? Почему нет? Да. Как, кстати, мы займемся. Можно на Taobao заказать и сделать. Да, кстати, да. Я, кстати, думаю продвигать это. Эта работа называется «Вирус». Всем знакомая тема. Очень актуальна. Очень актуальна, да. Я находился в Камбодже, начался вирус. Именно вот в китайский Новый год это все происходило. И мы решили продлить наше путешествие. Затем мы все-таки вернулись в Китай, потому что мы же там больше не могли находиться. В Китае, на самом деле, мы чувствовали себя гораздо безопаснее. Все носят маски, все пустой город. Мы приехали, Китай изменился полностью. То есть я уезжал с Китая, я приехал в Китай, это были разные страны. Все вообще оживленное было такое, когда выезжала, приехала, все как будто вымерло. Меня не впустили домой. Стоял охранник, говорит документы, ключ нам это ничего не давало. Нормальная ситуация. Да, он говорит, значит, документы нужны, у меня документы, они на мою школу оформлены, и это очень все сложно было. В итоге мы как-то еле как добились документов, чтобы я мог войти, но моя девушка не могла войти, потому что она из другой провинции. Работа у нее в другой части города, и это просто капец было. В итоге мы ночевали в отеле. Чтобы добраться до отеля, это тоже такой квест был, потому что такси не ходят, машин нет, это ночь, это холодно, мы приехали вот такие вот стоим. Ну да. Уже чуть пневмонию сами не подхватили. Приятно мало. Да, уже без вируса можно было заболеть вирусом. И, в общем, в итоге мы как-то нашли машину, доехали до отеля, я отель по телефону ломал, чтобы они нам открыли дверь, потому что правительство им сказало закрыть дверь. Добрался до туда, и в ночи мы, значит, прокрались в этот отель, который так нам дверь открыли тихонечко и закрыли, там свет выключен был. И хозяйка говорит, что вы уйдите завтра до 9 часов утра, потому что может прийти проверка. Ну хорошо, что вы еще успели въехать. Было же потом такой момент, когда... Это через месяц закрыли, или через полтора где-то. То есть мы въехали, это все нормально было. Вот. И, ну потом, в общем, мы там все получилось, все хорошо, попали домой. И первое, что я сделал, когда мы попали домой, я хотел запечатлеть этот момент. Вот, Ты, когда рисовал эту картину, как правильно сказать, писал или рисовал? Писал, да? Писал. А девушка это... Ты брал образ со своей девушки? Это моя девушка, да. Да. Да, я просто фотографировал маски и затем добавил то, что я хочу добавить на фон. Я не хотел изображать пустые города, я не хотел изображать толпы в масках, ну то, что, собственно, сразу лезет в ассоциацию. Я хотел изобразить чувство страха от вируса, потому что он только начался, никто не знает, что это такое, никто не знает, где он находится. И вот вирус это вот как вот эти вот какие-то призраки, которых ты не видишь, они витают, и ты не понимаешь, откуда они на тебя нападут, и как с ними вообще потом обращаться, как их лечить. Никаких лекарств нет. И вот мне очень хотелось запечатлеть вот именно чувство страха от этого вируса. И сейчас очень интересно смотреть сейчас на тот момент, потому что сейчас чувство страха пропало. Да. Правильно? Согласен. Все носят маски по-прежнему, во всяком случае у нас в Китае. Ну, ходят на работу, носят маски, но уже никто не боится, как это было тогда. Да. Да. А здесь вот, и вот очень интересно посмотреть на прошлое, потом посмотреть на настоящее и посмотреть на будущее, потому что мы практически эту ситуацию преодолели. Окей, Виталий, у меня назрел такой вопрос. Стал бы ты советовать нашим соотечественникам, я имею в виду не тех, кто изучал китайский, не изучал английский, а просто обычным людям, либо людям творчества приехать в Китай, если что им здесь взять для себя, стоит ли того, чтобы приехать сюда, чтобы получить какой-то жизненный опыт, какие-то новые ощущения, поменяться как-то может? Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что в Китае, если ты хочешь быть диджеем, ты им станешь сразу же. Если ты хочешь быть художником, ты им станешь сразу же. Если ты, не знаю, хочешь музыкант, в общем, оно настолько легко здесь реализуется, просто вот так вот. То есть тебе главное просто захотеть. Вот действительно, вот главное захотеть. Главное захотеть и начать это делать. И здесь как-то все очень быстро происходит. Вот я как художник могу сказать, я знаю людей, которые продают картины реально за большие деньги в Шэньчжэне. И я вот сейчас тоже стремлюсь к этому. То есть, ну, ты видишь, что здесь деньги буквально летают в воздухе. И ты согласен, то, что, тоже. Извини, что перебил, да. Что иностранцы здесь выделяются из общей массы, и если ты в какую-то сферу в любую внедряешься, ты автоматически выделяешься, и тебя все равно заметят намного быстрее, чем это было бы в России или в другой стране. Определенно. Есть такой момент? Это сразу тебе дает фору.
То есть это сразу дает фору. Я не скажу, что в Шанхае это даст фору. Мгм. Это даст небольшую фору. Мгм. Но все-таки Шанхай, он исторически это город с иностранцами, это город интернациональный, да? То есть там все галереи, они, в принципе, очень хорошо говорят по-английски, я с ними Мгм. общаюсь, вообще прекрасно говорят. Проблем нет. Но это как раз-таки дает обратный эффект, что ты там не настолько сильно выделяешься из Мгм. этой общей толпы, да? Да. Вот, а в каких-нибудь других городах, ну, определенно, то есть, да, это дает большую фору. То есть в Китай стоит приехать. Ну, безусловно, стоит, если, ну, не знаю, если хочешь чего-то нового испробовать. И чем Китай еще очень хорош, это некая такая точка, из которой можно путешествовать в Азию. Мгм. То есть из России достаточно сложно поехать Да. куда-нибудь в ту же Камбоджу, Согласен. Лаос, Гонконг, Тайвань, Мгм. Южную Корею, Японию, да? Мгм. А тут ты находишься буквально в центре. Ну, Китай это же, по сути, центр Азии. Ну да. И то есть я путешествовал очень во многих вот этих странах был, и можно, да, исследовать вот это все. Это безумный, Интересно. безумный опыт. Да. Приезжайте в Китай, получайте безумный опыт, меняйтесь, стремитесь к лучшему. Китай всегда вам рад. Если бы я отмотал время назад, я бы тоже, хотел поехать в Китай. Вот, если бы я даже выбирал между тем, поехал бы я в Китай, не поехал, начал бы изучать китайский, хотя изначально я вообще хотел другим заниматься, я бы все равно выбрал Китай.